Дорогие друзья, я вас приветствую. Сегодняшнее видео хочу посвятить одной из радиостанций, которая уже, скажем так, не новинка на рынке, но это обновленная версия этой модели. Это радиостанция компании TET, модель TH-UV99. В принципе, можно так сказать, я могу ошибиться, или кто-то, может быть, меня поправит. Это своего рода прародитель рации от компании Retevis RA89. Почему? Потому что сначала компания TET выпустила модель UV99. Она была с другим чипом. Вот чип у нее изначально был установлен Beacon BK4815, если я не ошибаюсь. А уже впоследствии здесь уже был установлен чип BK4819. В принципе, как и здесь. То есть это уже две полностью идентичные рации. На одном и том же чипе. В принципе, один и тот же софт у них установлен уже на сегодняшний день. Как дальше пойдет развиваться уже направление TET, или как будет развиваться направление компании Retevis, я не знаю. Это мы уже посмотрим со временем. Но на сегодняшний день вот то, что мы имеем. То есть, если убрать фасадную часть, то есть корпус, в принципе, это две полностью идентичные рации, за исключением некоторых нюансов. Вот. Вкратце сейчас я попытаюсь рассказать вам о этих нюансах. Изначально рация UV99 выпускалась совсем другой антенной. Она была здесь укороченная, с синеньким ободком. Многие могли видеть в видео, в роликах, в брошюрах, на сайте. Ну, в общем, могли заметить именно это. Дальше следующий нюанс. Если сравнивать с рацией Retevis RA89, можно обратить внимание на то, что две эти рации по толщине отличаются. UV99 потоньше, RA89 потолще. Из-за чего это? Это из-за аккумулятора. Если отстегнуть аккумулятор, в принципе, они будут по толщине примерно одинаковые. Вот. Сейчас я это сделаю и продемонстрирую. Отстегиваются они точно так же одинаково. Клипса отщелкнулась и снимается аккумулятор. Точно так же и Retevis. Отщелкивается и снимается аккумулятор. Теперь какой нюанс? В предыдущей модели TET TH-UV99 аккумулятор был без заглушки. Теперь они идут с заглушкой, в принципе, как и у Retevis. Вот визуально два аккумулятора TET и Retevis. Надписи Open, то есть в принципе все одинаково. Светодиодная индикация заряда аккумулятора. Рифленая часть на задняя крышка рифленая. Вот. С другой стороны есть описание. Но есть нюансы. Retevis пишет на аккумуляторе информацию, емкость аккумулятора 2500 мА. TET пишет на аккумуляторе 2800 мА. На самом деле, я хочу вам сказать, что я делал замеры. Retevis, в принципе, пишет честную информацию. Плюс-минус 50 мА в меньшую, большую сторону. Это допустимо для аккумулятора. Вот TET пишет неправдивую информацию, потому что на самом деле этот аккумулятор меньшей емкости, чем у Retevis. То есть реальная емкость у этого аккумулятора примерно, я делал замер USB тестером, на самом деле ему сильно верить этому тестеру нельзя,
Но если у аккумулятора Retevis емкость 2500 мА, то у аккумулятора от компании TAT от рации UV99 емкость где-то примерно на 100-150 мА меньше, это точно. Теперь хочу вам показать по весу, насколько разница. Возьмем весы. Весы хоть и кухонные, я уже делал замеры, но они довольно-таки точные. Аккумулятор от Retevis. Вес 130 грамм. И аккумулятор от TAT. Вес 126 грамм. То есть этот аккумулятор немножко легче. У него где-то порядка 2400 мА. Хотя производитель на аккумуляторе пишет информацию 2800. Теперь, что касаемо, давайте сделаем замеры раций самих. Сама рация с антенной. То есть рация Retevis RA89 без аккумулятора. 191 грамм. В предыдущем ролике я делал замер, и он был точно такой же, соответствовал. То есть теперь сделаем замер веса. Вес радиостанции TAT UV99. 178 грамм. То есть сама по себе рация легче. То есть 179 и 190. То есть практически 11 грамм разницы между ними. Так, продолжим. Внутренняя часть под аккумулятором у TAT. Мы здесь видим информацию о двух диапазонах Dual Band. Прописано, что здесь 10 Вт. Модель. Ниже серийный номер. То есть в номере здесь, как и у Retevis, первые 4 цифры указаны примерно дата производства. То есть 23 год, 7 месяц, то есть июль месяц. Ну а дальше идет серийный номер уже радиостанции. То есть это вот одна из последних моделей именно TAT. У Retevis под аккумулятором шилдик вот такой с моделью, мощность радиостанции, вольтаж, тоже серийный номер. И опять-таки обратите внимание, 23 год, 5 месяц, это май месяц у нас идет, и дальше идет серийный номер уже прописан. Это так вкратце про информацию под аккумулятором радиостанции. Если сделать сравнение, то есть в принципе все идентично, одинаково. Единственное, что Retevis вот здесь вот сделал эстетически, изменил внешний вид, потому что изначально было вот так, как у TAT. Видна алюминиевое шасси, к которому крепится клипса. Вот. А у TAT так и осталась алюминиевая часть. Во всем остальном это полностью вот идентичное шасси, полностью все идентично, за исключением фасадной части, то есть передней части радиостанции. По передней части продольные или поперечные, правильно сказать, решеточка динамика. Под углом видно углубление самого динамика. Микрофон находится в правой нижней части решеточки. Дисплей все то же самое, одинаково. За исключением кнопки здесь у TAT расположены более утопленно. В одну линию они расположены. Без существенных здесь перегородок.
как бы идут в одну линию. Торцевая часть у Retevis идет классика. Кнопка PTT, а под ней две сервисные клавиши, маркированные точкой и двумя точками. У TET сервисная клавиша идет, потом идет клавиша PTT и ниже вторая сервисная клавиша. С противоположной стороны заглушка, которая защищает порт тип Kenwood с двумя отверстиями. И закрученная винтом. То есть, в принципе, все то же самое. Дальше. Что я могу отметить из плюсов? У TET боковые части рифленые, небольшое рифление есть. Удобнее держать. У Retevis здесь гладкая часть. На самом деле удобнее, когда все-таки сервисные клавиши разнесены выше-ниже. Не надо ловить пальцем, если большие пальцы между вот этими двумя кнопками. Они вроде бы не маленькие, но тем не менее нужно ловить первую или вторую клавишу. Здесь немножко понятней. Вызов, верхняя клавиша, нижняя клавиша. То есть вот мне нравится, скажем, расположение именно у TET. По верхней части у Retevis пластик идет. У TET в принципе почти то же самое, но сделан пластик под внешний вид под карбон. Симпатичнее смотрится. У Retevis немножко потолще идет. Ну, мне так кажется, потолще вот эта часть, чем у TET. У TET она более такая скошенная. Вот здесь вот так более скошена. Закруглено немножко. И что еще хочу сказать по поводу аккумуляторов. Есть в ютубе видео, где акцентируют на том, что аккумуляторы не подходят. На самом деле тут немножко по-другому. Рация TET, аккумулятор Retevis. Вставляем, нажимаем, защелкиваем. То есть от Retevis аккумулятор на TET подходит. Подходит, но есть нюанс. Вот здесь по торцам отсутствует пластик и видно шасси. Но в плане влагозащиты я думаю, что ничего не изменится. Почему? Потому что вот эта часть самого шасси и уплотнительное кольцо, которое идет по периметру аккумулятора, полностью идентичны. Единственное, только это внешне видна вот эта часть алюминиевого шасси на рации. То есть вот она одевается, прижимается, вставляется, точнее аккумулятор прижимается. Единственное, здесь как бы отсутствует просто пластик. А в плане вот прижима и фиксации все то же самое. То есть теперь, если поставить на рацию TET аккумулятор Retevis, рация имеет аккумулятор в 2500 мА. То есть, пожалуйста, вот включаем. Она работает. Все отображается. Поэтому аккумулятор от Retevis подходит на рацию TET. А вот наоборот, рация Retevis и аккумулятор от рации TET, он не подойдет. Почему? Потому что здесь у Retevis есть вот этот вот бортик пластикового корпуса. Вот он, этот бортик, что отсутствует у TET. Вот если присмотреться, видно, вот тут шире идет. И если вставлять аккумулятор от TET, он не вставляется, потому что нету вот этого вот участка, куда вставляется вот эта вот часть пластикового аккумулятора. Поэтому от TET аккумулятор в рацию Retevis не станет. Так, что еще я хочу сказать по поводу двух раций. После первой
первого выпуска, скажем так, рации TAT, у которой была антенна. Ну, кто-то говорит неудачная, кто-то говорит там что-то грелось. Компания TAT поставила другую антенну. Она имеет вот такой вот внешний вид. То есть это две полностью одинаковые антенны. Что у Retevis, что у TAT, это две одинаковые полностью антенны. Вот. То есть компания TAT сделала существенный апгрейд радиостанции и, скажем так, улучшила ее. По мощности параметры точно такие же, как и у Retevis, или у Retevis такие же параметры и характеристики, как и у TAT. К сожалению, мне нечем замерить, у меня нету прибора, который меряет мощность. Ну, я думаю, она точно не меньше, так как все полностью идентично в этих рациях. Теперь давайте я подключу сейчас аккумуляторы и пройдемся по меню этих двух раций. Так, включаем одну, включаем другую. Предварительно я отключил в этих рациях звуковой сигнал нажатия клавиш и отключил звуковую подсказку. То есть у нас рации безмолвные, для того, чтобы не мешало, не отвлекало. Итак, мы видим, что на дисплее полностью одинаковая информация. Сейчас постараюсь двигать так, чтобы не терялась резкость. То есть у нас полностью две идентичных рации, полностью два идентичных дисплея. То есть все идентично. Поэтому мы сейчас пройдемся по меню. Какие-то могут отличаться сейчас настройки, но само меню давайте посмотрим. Меню. Так. Ну, поехали. Первое сканирование. Второе так, TXL. Третье Vox Level. Power. Шумоподавление. Шестое Double Wide. Седьмое подсветка дисплея. Восьмое, точнее, седьмое было у нас длительность подсветки. Восьмое яркость подсветки. Так. Девятое звук клавиш. Десятое DT Channel. 11 TOT. 12 Busy Channel Lockout. 13 Vox. 14 Roger. 15 нету. 16 так, RX Saver. Это энергосбережение аккумулятора. 17 сканирование. 18 автоблокировка. 19 голосовая подсказка. 20 информация при включении. 21 напряжение аккумулятора. 22 offset. 23 выбор субтонов. 24 25 24 на приеме на передачу. 25 26 SD. 27 шаг частоты. 28 ширина полосы. 29 поиск субтонов аналоговых. 30 поиск субтонов цифровых. 31 скрэмблер. 32 тоже блокировка. 33 DIS-MD. Это демонстрация, то, что будет отображаться на экране, либо частота, либо название, либо канал. 34 Dual Watch.
35 сброс, 36 версия. Обратите внимание, 9119 это в TAT и 9121 это в Retevis. Это номер прошивки. Так, 37 нету, 38 интеллектуальное шумоподавление. И дальше опять идет первый пункт меню. В этом видео я сделаю обновленную прошивку, установлю на рацию TAT. Я уже делал видео, вверху будет ссылка на обновление прошивки рации Retevis. В этой прошивке расширяется меню, добавляется чувствительность микрофона. Также можно назначать длительное нажатие сервисных боковых клавиш. Это очень полезная функция в обновленной прошивке. Номер прошивки точно такой же, как и в Retevis. B9121, но это будет уже расширенная прошивка. Я уже на такие рации Retevis устанавливал эту новую прошивку. В описании под видео будет ссылка на эту прошивку, на программу для программирования. Я в дальнейшем покажу это все еще раз. Так, по комплектации затрону немножко инструкция точно такая же, как у Retevis, только у Retevis идет книжечкой. Вот так идет у Retevis. И мультиязычная у Retevis идет книжечка. В чем, скажем так, более универсальна она. По самому меню полностью идентичные, что у Retevis, что у TAT. Все то же самое, только здесь идет брошюркой, немножко в другом формате. Так, кулечки, там где упакованы рация, аккумулятор, клипсы. Retevis, TAT полностью одинаковые, все одинаково, один в один. USB кабель у Retevis и у TAT полностью все одинаково. Единственное, что у TAT еще в комплекте идет блок питания, так сказать, для зарядки. Зарядное устройство. Зарядное устройство в комплекте 5 вольт 2000 миллиампер. Стакан для зарядки TAT и стакан для зарядки Retevis. (9,3 вольта, 800-850 миллиампер выход. Вход 5 вольт, 2 ампера. То есть характеристики полностью одинаковые. В принципе, информация полностью одинаковая. Единственное, здесь брендовано и написано Retevis. У TAT просто написано зарядка. С обратной стороны точно так же все идентично. Полностью все один в один. Ну, пакетик для антенны. Единственное, еще у TAT вот такая вот цветная полиграфия на коробке указана. Информация IP68. Краткая, скажем так, плюсы данной модели указаны. Модель
Так, вот эта коробка у нас от рации TAT. Ага, вот такой вот еще наклеен ярлык. На коробке, кстати, ярлык наклеен, в котором тоже указан номер, серийный номер рации. То есть и на коробке, и на самой рации есть серийный номер. У Retevis просто коробка, без, есть информация, тоже вот такая от производителя. QR-код тоже есть. И ярлык, но на нем нет серийного номера радиостанции. Теперь давайте подключим кабель и установим обновленную прошивку на рацию TAT. Кабель, как в предыдущем видео, используем Baofeng. Можно использовать Retevis, все одно и то же, только другая надпись. Существенно не буду распыляться в плане самой программы, так как я это показывал в предыдущем видео. Поэтому могу только напомнить, что сама программа для программирования есть версия 1.07 и есть версия 1.08. Они примерно выглядят вот так. 2023 06 21 версия 107 и обновленная программа 2023 09 09 версия 108. То есть для того, чтобы нам установить более новую прошивку, нам нужна версия 108, но она 1.08. То есть это обновленный софт, обновленная программа для управления новой уже прошивкой. То есть что мы делаем? Для начала нам нужно открутить боковую крышку. Выключим радио, рацию, широкую отвертку. Крышка, как и у Retevis, имеет резиновый уплотнитель для того, чтобы закрыть порт тип Kenwood. Дальше, для того, чтобы перепрошить нам радиостанцию, еще раз покажу. Включаем функция версия прошивки у TAT, обратите внимание, B9119. По меню мы только что с вами прошлись. После перепрошивки я вам покажу, что добавилось, как поменялось меню и что могут сервисные клавиши, как в предыдущем видео я показывал с радиостанцией Retevis. Кстати, вот по сервисным клавишам верхняя клавиша включает фонарик. При длительном нажатии ничего не делает, только фонарик включается. Нижняя клавиша нажимается, при нажатии включается отключение шумоподавления. Поэтому это хоть разовое нажатие, хоть отключается. Так, поехали. При выключенной радиостанции, радиостанция у нас выключена, зажимаем клавишу PTT и включаем ее. Она мигнула, на дисплее у нас засветилась, яркий дисплей, Update. Подключаем
кабель к рации. Обратите внимание, подключать так, чтобы до упора, чтобы кабель хорошо сел, потому что кто-то до конца бывает не втыкает и не получается запустить либо программирование, либо перепрошить, и люди пишут, а у меня не получается. Открываем программу, запускаем. У нас высвечивается радиостанция RA89. Выбираем COM-порт, в нашем случае 7. Скорость передачи, ну тут в принципе можно не менять ничего. Open, выбираем прошивку обновленную и загрузить. Пошла загрузка. На рации TET и на Retevis в том числе при перепрошивке ничего не мигает, ничего не меняется. То есть мы видим только процесс перепрошивки на экране монитора, видим саму загрузку. В процессе перепрошивки желательно ничего не нажимать, ничего не отключать, для того, чтобы ничего не поменять и дать рации сделать корректное завершение переустановки. Окей. Теперь сразу зайдем в меню программирования. Тоже RA89, ну, RA8 написано, ну, Retevis, программа Retevis. Хотя есть вот для TH UV99. Давайте открою, покажу, как она выглядит. То есть от UV просто написано. Сам софт в принципе все то же самое, но это предыдущая. Есть TET написано. Вот. Это все то же самое, только более старая версия, она не расширенная, которая идет V107, вот я показывал. Это идет V108. Retevis написано здесь, да. Откроем так на весь экран. Теперь прочитаем рацию для начала. Идет чтение. COM-порт мы здесь не выбирали, так как мы уже выбрали COM-порт при перепрошивке. Окей. Все, вот у нас вот прочитанная рация. 8-й пункт. Это я сохранял частоту, тренировался. Как можно сохранить частоту, я показывал в предыдущем видео в конце ролика. Как можно любую выбранную частоту или введенную вручную сохранить и точно так же удалить. Так, что мы здесь видим? Basic, меню нам интересно. В меню, расширенное уже меню. Так, по меню мы не будем существенно здесь идти. Здесь все то же самое. Чувствительность микрофона. Кстати, теперь акцентирую внимание. Чувствительность микрофона. Вот здесь я выставлял 4. 4 максимально идет 8. 8. То есть от единицы до 8. 8 это настолько чувствительно, что на вытянутой руке, если что-то обычным голосом озвучивать, то рацию, можно сказать, зашкаливает именно микрофон. Поэтому 4 больше чем предостаточно. Даже вот на таком вытянутом расстоянии от, скажем так, рта что-то произносить, микрофон очень чувствительно воспринимает это все. То есть функция рабочая, она очень хорошо, корректно работает. Это чувствительность микрофона. Дальше, теперь давайте перейдем к кнопкам, к сервисным кнопкам. Опять-таки, в предыдущем меню это все есть. Ссылка будет тоже в описании на предыдущее меню. Я это все показывал крупным планом. Сейчас я не буду это крупным планом показывать. Покажу вкратце. P1 shot. То есть P1 при коротком нажатии. Это у нас будет, допустим, ну пусть будет фонарик, так и останется. Дальше P1 long. К примеру, допустим, Power Select. То есть при нажатии, длительном нажатии в первой сервисной кнопки будет меняться мощность рации. Дальше P2 короткое нажатие радио, пусть будет радио. И при длительном нажатии монитор это отключение шумоподавления. Так, давайте это все теперь запишем.
Эта вся информация теперь вот прописывается, для того, чтобы она сохранилась в рации. Окей. Выключим, отсоединим кабель. Теперь давайте более детально посмотрим, что у нас тут поменялось. Пройдемся по меню. Так, с первого. Скан. Так, это все то же самое. Power. Давайте сделаем по-другому. Сейчас еще раз вместе с Ретевисом пройдемся. Так, резкость. Пройдемся по меню. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, 11, 12, 13, 14 пункт, 15 нету, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. А вот 36 здесь идет номер прошивки, здесь идет DIS NM. Дальше, сейчас, 37 здесь 37 идет DIS NM, а здесь уже идет 37 включение интеллектуального шумоподавления. 38 здесь идет шумоподавление, а здесь идет чувствительность микрофона. И 39 здесь уже номер прошивки уже идет, а здесь первый дальше идет. То есть получается здесь вот добавился пункт чувствительность микрофона, и немножко поменялись местами последние пункты меню. То есть у нас получается, вот мы перепрошили, и теперь совсем немножко по-другому отображается меню. Теперь давайте посмотрим по сервисным клавишам. Так, верхняя, первая сервисная клавиша. Включаем один раз короткое нажатие фонарик. Второе у нас должно быть отключаем фонарик. Второе длительное должно меняться мощность рации. Вот мы смотрим левый верхний угол, нажимаем, держим. High, medium, держим low. То есть при длительном нажатии вот мы можем менять, как мы запрограммировали, мощность рации. Теперь по второй сервисной клавише. Вторая у нас сервисная клавиша. При одном нажатии у нас включается радио. При длительном нажатии отключается шумоподавление. Давайте проверим. Короткое нажатие. У нас включилось радио. При длительном нажатии отключается шумоподавление. То есть вот мы перепрошили рацию TET. Теперь у нас еще раз, давайте посмотрим. Стоит прошивка, была B9119, сейчас B9121 обновленная. Ссылка будет в описании под этим видео, где можно с архива скачать и программу, новую программу для программирования, версия 108. И, соответственно, вот эту вот прошивку новую. То есть можно ее установить как на Ретевис обновленную эту прошивку, так и на рацию TET
Но опять-таки, это можно установить ее на новую, обновленную рацию TET, которая уже выпущена вот летом этого года. На предыдущую я не могу утверждать, что можно ее установить, эту прошивку. Не буду утверждать это. Это коротко я хотел рассказать о том, какая обновленная рация TET THUV99. Ее, скажем так, внешний вид, фасад, скажем так, внешний вид данной рации UV99, вот клавиатура, внешний вид, эргономика в плане вот держать ее в руке. Да, меньше аккумулятор здесь на 100, ну точно, на 100 так точно, миллиампер он меньше, чем у Retevis. Вот. Но мне нравится дизайн, мне больше нравятся клавиши, мне больше нравится расположение боковых клавиш. То есть и клавиши PTT, и клавиши, то есть вот по центру палец, вниз опускаясь, я точно знаю, что у меня сервисная клавиша одна, вверх я подниму палец, я точно знаю, что у меня сервисная клавиша другая. То есть очень удобно. Поэтому, ну, по дизайну мне больше нравится TET. Retevis отличнейшая рация, честные 2500 миллиампер. Вот. Аккумулятор, да, он такой потолще, у него больше емкость, но из-за аккумулятора рация такая, скажем так, вот толстенькая. То есть моя большая рука довольно-таки чувствует этот объем. Но это плюс, это большой плюс. У Retevis очень хорошая рация вышла. Вот они взяли все положительные качества, которые, я так понимаю, поменяла в своем производстве компания TET и применила вот именно в этом производстве. Я не хочу утверждать, я лично там не был на этом производстве. Это я точно только озвучиваю предположения других о том, что компания TET, то есть рация Retevis, производит свою продукцию на фабрике TET. Ну, в принципе, почему бы нет, я решил, с учетом того, что все, в принципе, одинаковое, идентичное, за исключением некоторых нюансов в плане корпуса. Ну, должны же они как-то отличаться друг от друга. Да. Так что, дорогие друзья, на этом видео будем заканчивать. Если какие-то вопросы, пожелания, замечания, пишите, пожалуйста, в комментарии. Спасибо за то, что вы просматривали это видео. Всем счастливо, мирного неба, всем пока.